Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами разбираться в фракционных модулях, и на очереди у нас Каратель, так что обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики, а вот теперь поехали. Эту красоту мы получаем у данного персонажа. После 4 недель поддержки данной фракции открывается доступ к Карателю, небольшому пучковому лазеру, наносящему повышенный тепловой урон. Тепловой урон, это если что, когда вы стреляете по цели, цель нагревается. Это очень даже неприятная такая штука. То есть, когда вы используете панки, у вас нагрев происходит. Когда вы используете какое-то вооружение энергоемкое, которое нагревает ваш корабль, корабль греется. Ну и, собственно, эти лазеры могут вас нагревать, таким образом повреждая ваши внутренние модули. Причем все. Что у нас по сухим характеристикам? Силовую эта штука жрет точно так же, как и обычный вариант. Урон в секунду меньше в 2 раза. Тяга распределителя больше, 2,5 против 2. Тепловая нагрузка при этом меньше. Бронебойность такая же, максимальная дальность такая же, тип урона такой же, а радиус полного урона вместо 600-800 метров. Но эта штука еще и нагревает цель. Давайте-ка приведем обычный пучковый лазер к такому же виду. В том плане, то, что он будет нагревать цель и сравним по нагреву. Пришлось поставить гайку, чтобы поставить этот экспериментальный эффект на обычный лазер. Гайка стоит легкое крепление, чтобы никак не влиять на то, что у нас будет проходить дальше по урону, по нагреву и так далее. И да, как работает этот волшебный экспериментальный эффект, есть отдельное подробное видео на канале, где тестируется вообще практически все, что относится к этому делу. Смотрим на нагрев корабля на примере Фердиландца. Здесь стоит силовая, которая с монстрацией, не которая бронированная. В чем разница? Силовая с монстрацией греется у нас посильнее. Силовая, которая бронированная, имеет лучшее значение теплоэффективности. В общем, работаем. Сейчас будет обычный лазер. Грустненько, правда? 63 вот уже. По идее, фракционный лазер должен работать получше в плане температуры. По времени в правом верхнем углу вы можете заметить то, что постояли какое-то время, ничего не поменялось. 66%. Теперь Каратель. $52. Чё-то как-то хреновенько, вам не кажется? Давайте подождем какое-то время. Я не буду этого оставлять на видео, но повторюсь. Правый верхний угол, время, там все будет видно. Выше 52 не поднимается. Вот так вот. Обычный лазер в этом плане лучше, но на этом лазере нету экспериментального эффекта. Сейчас говорю про Каратель, и он такое может делать. На обычном уже экспериментальный эффект, собственно, занят. Два Карателя. Посмотрим, что будет по температурам. Уже 60, 66, 69, 71, 74. И, возможно, на этом моменте все и остановится. Но корабль сейчас находится в состоянии покоя. Я не бустуюсь, я не стреляю. А вы знаете, то, что когда вы ведете огонь с таких пушек, как та же самая плазма, усиленные многостволки, либо что-либо еще, у вас поднимается температура корабля. Когда у вас просаживается ваш распределитель в оружии, вы стреляете, у вас тоже температура повышается. Когда вы прожимаете банки, температура, естественно, тоже повышается. Но пока что только вот так. 3 Карателя. Растет температура прям более охотно, можно сказать. 80, 82. И на 82, похоже, это дело все встает. Мы можем повысить, конечно же, нагрев корабля, заинженерив Карателя, но об этом чуть дальше. А сейчас давайте попробуем 4. Еще более охотно растет. 83 и 86. И что-то встало. А это уже 4 пушки. Грустненько получается, но это только с первого вида. Давай 5.
Дойдет ли до 90? Не дойдет, распределитель сдох быстрее. Грустненько. Но давайте-ка теперь мы просто, скажем, подключим стрельбу, почему бы и нет. Посмотрим, как оно будет. Также буду стоять на месте, но с двумя карателями. Будем чуть-чуть двигаться, совсем капелюшечку. Представим, что мы стреляем, есть какая-то там энная дистанция, мы накидываем, распределитель у нас в оружии полный. Распред держит. С температурой все в порядке. Повторюсь, Фердиланс, который не является холодным кораблем. С силовой, которая в монстрации, который не имеет бонус на более холодный, ну как это объяснить, ну бонус теплоэффективности. И я живой. Ставить такие пушки больше двух, как по мне, тупая затея. Потому что нужно и другое вооружение иметь на корабле. Урон у нее меньше, чем у обычного пучкового лазера. Грустненько как-то. Давай-ка подъедем поближе. Грустненько как-то оно выглядит. На деле, я думал, будет повеселее. Но можно кое-что исправить. Исходя из моего старого видео, где тестируется данный экспериментальный эффект, который у нас встроен в карателя, у нас следующая картина. Чем больше урона, тем больше будет нагрев цели. До определенного момента, если что, ссылочка на видос будет в описании. Как нам повысить урон? Вариантов несколько. Эффективное орудие. Ваш корабль нагревается меньше, урон в секунду больше. Распред используется меньше, чуть ли не в 2 раза, если 5 гаек, конечно же, и силовую жрет меньше. Далее, дальнобойное орудие, чтобы на большом расстоянии доносить это, потому что у наших лазеров есть такая штука, как радиус полного урона. Ну и усиленное орудие, конечно же, тоже. Но вопрос, что делать с теми самыми экспериментальными эффектами, потому что у нас есть что? У нас есть ячейка для этого дела, потому что у нас фракционка. Тут вариантов немного, только, наверное, теплоотдача. Потому что это хилить, это у нас уже встроено, это работает только если ваш корабль перегревается, а урона много с двух первых таких фракционных пушек не получить, даже при условии того, что у вас корабль будет перегретый. Так что как-то получается посредственно. Довольно посредственный фракционный модуль, либо я его как-то неправильно понял. Сделали 5 карателей с усиленной гайкой. Точнее, 3 усиленные гайки, вместо 5 не хватило материалов. Но 3 усиленные гайки мощнее по урону, чем 5 эффективных. Давайте смотреть, начнем с одной. Ну, что-то там как-то подогревает. Чуть-чуть, капелюшечку подогревает. 2 карателя. Уже 70? Уже 73 даже? Нормально. Помните, что было до этого, да? Сейчас будет 3. Ну, 82, так оно и держаться, собственно, и будет. Нет, ну можем, конечно, подождать. Если что-то за кадром поменяется, я, естественно, скажу. Спойлер. Нет, ничего не поменяется. 4. Ничего не меняется. 86. Ну и давай 5. Он что, не видел? Как взлетает-то сразу, а? 88. Грустно.
Грустно. Хотелось бы, конечно, чтобы ты просто стрелял одним лазером по противнику, и чтобы он сразу начинал гореть, и его модуль разрушаться. Но, блин, это не так работает. Фронтиры что-то поменяли, поставили какую-то защиту на это дело. Давайте еще по-другому. Возьмем мамбу. Ну, красотища. Силовая установка 6 Е-класса, теплоэффективность 1.0. Сейчас будет 5 карателей. И что-то все равно оно дальше не идет. Грустненько как-то получается, вам не кажется? А давайте-ка сделаем 4. Неужели мы дойдем также до 87-88%? Смотрим. Нет, не дотягивает. Или дотягивает. Там вот 85, что-то 83, 85. Короче, суть такова: бесполезная хрень. Ну, не то, что бесполезная, ладно. Но лучше вместо этого поставить другое вооружение. Либо я как-то неправильно понял данную пушку. Пишите в комментарии, с удовольствием почитаю. Опа, 92, смотри уже. Пусть дальше фигачит. Подожди. А корпус вон, видимо, лучше проходит. В плане температуры. Давайте-ка 5 сделаем в корпус. 5. Оно так быстро растет, просто взлетает. И когда подходит к 90, оно просто-напросто встает. Как будто реально есть какой-то ограничитель. Грустно. Но мне реально грустно. Как это использовать, с чем это есть, я перепробовал все возможное. Обычные лазеры в этом плане даже получаются лучше, нежели фракционный модуль, потому что у обычного лазера урон выше, как бы. Да и плюс распред, да и плюс... Эта пушка только первого размера, а лазер у нас обычный первого, второго, третьего, четвертого, так что, ребят, ну, обходим стороной данный фракционный модуль, как по мне. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет, а его, скорее всего, не будет, и в ближайшую неделю тоже. Всех обнял, до встречи.